коробочку с рабочей G90 270. Ленточка для перепуска. Приветствую всех на канале Temp Models. Продолжаем сборку нашего Су-34 в 48 масштабе. Продолжаем ходить вокруг планера и собирать его основные узлы и детали. В этой серии займемся нишами шасси, стойками, а также прицельным комплексом платан. Подписывайтесь на наш канал и приступаем. Перед вами платы с 3D-печатными деталями ниш шасси. И сразу видно, насколько они проработаны. Здесь есть буквально все. Каждый проводок, каждый фильтр, вся мелкая детализация отпечатана в полном объеме. Качество печати на высоком уровне и детализация реально впечатляет. Отдельно стоит отметить и продуманную систему поддержек. Они расставлены таким образом, чтобы после отделения требовалось минимальное количество обработки и зачистки. Для отделения деталей сначала аккуратно кусачками надламываю основную массу поддержек, снимая самые крупные участки. После этого уже вручную отделяю остатки от самих деталей. Такой подход позволяет максимально контролировать процесс и снизить риск повредить тонкие элементы модели. В качестве грунта я использовал футуру и нанес сверху небольшую подложку. Основной серый цвет я намешал самостоятельно, из белой и черной краски от фирмы 128. Такой подход позволяет точно попасть в нужный оттенок и подогнать цвет под масштаб и общее восприятие модели. Далее вооружаюсь референсами, акриловыми красками и всеми необходимыми техниками для работы с мелкой деталировкой. И приступаю к самому интересному – росписи всей проводки в нишах шасси, прорабатывая каждый элемент, чтобы подчеркнуть объем и реалистичность конструкции. Дальше у нас идет довольно длительный процесс покраски мелких элементов. Тут в принципе особо добавлять нечего, просто смотрим процесс.
По передней нише тоже нет ничего сложного. Сначала наносится базовый цвет, а затем выполняется аккуратная подкраска различных штуцеров и их крышек, чтобы выделить мелкие элементы и добавить им объем и читаемость. Переходим к створкам ниш шасси, и сразу хочется отметить, что выполнены они очень ажурно, с тонкими кромками и максимальным уровнем детализации, который вообще можно получить в этом масштабе. Если сравнивать такие створки с обычными пластиковыми деталями, то это буквально небо и земля. Разница по проработке и тонкости исполнения просто колоссальная. Створки отделяются от поддержек без каких-либо проблем, кромка при этом не крошится, все снимается достаточно аккуратно. Зачистки требуется минимум, и она довольно простая, без сложной подгонки и доработок. После этого я задул их снаружи в базовый цвет Atacana основным оттенком, а внутренней поверхности в серый цвет, аналогичный нишам шасси. Переходим к стойкам и колесам. Здесь важный момент. Обновленные печатные платы теперь поставляются в защитном кожухе. Он выполняет сразу две функции. Защищает детали при транспортировке и, что особенно важно, предотвращает искривление самих плат, которое наблюдалось в ранних версиях печати. Из-за этого ранее некоторые элементы могли смещаться и даже ломаться при деформации основы. Сейчас этой проблемы нет. Защитный кожух дополнительно придает плате жесткость и полностью исключает подобные деформации. Отдельно стоит отметить стойки шасси. Теперь они печатаются из нового полимера, который имеет характерный молочно-оранжевый оттенок. Это специально разработанный и подобранный состав смолы с улучшенными характеристиками прочности. Благодаря этому материалу стойки стали заметно более надежными и устойчивыми к нагрузкам, что особенно важно для таких тонких и нагруженных элементов модели. Защитный кожух аккуратно откусываю кусачками, убирая основную часть поддержек. После этого колеса уже без проблем снимаются вручную со своих креплений. Оцените детализацию колес и пневматиков, здесь проработан буквально каждый элемент. Отдельно стоит отметить, что стойки прошли модернизацию и переработку. Теперь на стойках добавлены барабаны дисковых тормозов колес. При этом в самих пневматиках предусмотрены отверстия с направляющими под их установку, что обеспечивает точную посадку элементов и упрощает сборку. На передних пневматиках также присутствует фигурное отверстие под установку оси носовой стойки. Благодаря этому колеса встают на свое посадочное место максимально точно, буквально с первого раза, без подгонки и лишних усилий.
Для отделения самих стоек от поддержек я использую ультразвуковой нож. Он позволяет работать максимально аккуратно и контролируемо. Двигаюсь всегда от внешних поддержек к внутренним. Сначала зачищаю и снимаю поддержки под дисковыми тормозами, и только затем перехожу к удалению поддержек непосредственно самой стойки. Сюда же стоит добавить важный момент. Не рекомендую пытаться просто срывать стойки с поддержек руками, рассчитывая, что они сами оторвутся. С большой вероятностью это приведет к поломке деталей, поскольку внутри конструкции стойки предусмотрена полость под армирование, а именно в этом месте элемент становится более уязвимым. Ну и отдельно стоит отметить, что я примерил на сухую комплект армирования и крышку. Все встало на свои места без каких-либо проблем. Посадка точная и детали сходятся корректно, без подгонки и наработок, что еще раз подтверждает хорошую проработку геометрии и стыковочных элементов. При склейке я немного ошибся и не до конца утопил один край армирования, из-за чего защитная крышка чуть выступала за пределы посадочного места. Но это легко поправимо, я просто срезал выступающую часть и аккуратно сточил ее до уровня барабана. После склейки образовавшуюся щель я залил жидкой шпаклевкой и аккуратно убрал излишки растворителем. В итоге поверхность получилась ровной, без заметных переходов и дефектов, и узел можно спокойно готовить к дальнейшей покраске. Грунтую стойки серым грунтом от фирмы 128. В качестве базового цвета идеально подходит C117 от Ганзы. Не забываем также прокрасить ту часть стойки, которая отпечатана в нише шасси. Это важно для сохранения целостного внешнего вида и равномерного окраса всей конструкции. Покраску детализации начинаю от обратного, с хомутов. Для начала окрашиваю их в цвет натуральной стали от АК, чтобы задать базовые металлические акценты и сразу отделить мелкие элементы от основной конструкции. Далее немного отступаю от металла и прокрашиваю резинки этих хомутов в черный цвет. Так они получают контраст и деталировка становится более читаемой и реалистичной. Сам электрический жгут прокрашиваю темно-серым цветом, чтобы он визуально отличался от остальных элементов. Далее я окрашиваю шлиц-шарнир в цвет стали и поднимаю всю проводку металлическими акцентами. Это добавляет контраст, подчеркивает механику узла и делает деталировку более живой и читаемой. Спиртовой бачок сначала окрашиваю в цвет алюминия, а затем с помощью цветных чернил и маркера наношу текстуру.
На основных стойках работа выполняется по аналогичному принципу. Сначала окрашиваются в металлик необходимые элементы, после чего прокрашивается вся проводка, чтобы подчеркнуть ее структуру и отделить ее от остальных деталей стойки. В пневматиках используют цвет C137 для резины, а сам протектор окрашиваю в более светлый оттенок. Отдельно хочется отметить и поблагодарить производителя за то, что он предусмотрел в наборе отличные покрасочные маски для дисков. Это сильно упрощает работу, не нужно мучиться с вырезанием кругов под нужный диаметр, все уже готово и точно подогнано. Благодаря этому окраска проходит быстро, аккуратно и без лишней возни. После покраски дисков я дополнительно подкрасил вентиляторы системы охлаждения, а также нанес метки для контроля смещения диска относительно пневматика. Ну и перед тем, как перейти к декалям, не забываю покрасить подкосы, а также различные гидроцилиндры как в нишах, так и на стойках. Это завершает проработку основных механических элементов. Далее переходим к декалям. Сразу хочется отметить, что с декалями производитель тоже разошелся на полную. Они присутствуют практически на всех элементах, как в нишах, так и на стойках шасси. И это как раз тот случай, когда дается деталировка, которую обычно производители в таких наборах просто опускают, но здесь все проработано максимально насыщенно. В качестве химии использую стандартные сеттер и софтер от Ганзы, а также Decalex от фирмы 128. Смывку использую темно-серого цвета от Hasi Modelist. Этому производителю я не изменяю, очень достойный продукт. Наношу ее кистью на необходимые участки и оставляю на ночь до полного высыхания, чтобы она равномерно проработала все углубления и детализацию. В качестве следов эксплуатации в нишах добавил ржавые потеки в районе выступающих лючков. Также немного загрязнил область механизма гидроцилиндров створки и замка убранного положения шасси, чтобы подчеркнуть рабочий характер узлов и добавить реалистичности в общей картине. Ну и конечно же добавил немного брызг на сами ниши и на часть стойки. Для создания загрязнения на пневматиках я использовал эффект от фирмы 128 под названием «Светлая грязь».
Дал ему слегка подсохнуть, после чего убрал излишки спонжем. Затем размочил остатки вайт-спиритом до очень жидкого состояния, еще раз подсушил феном и снова прошелся спонжем, убирая лишнее и формируя более естественные следы эксплуатации. На протектор нанес смесь серого и песочного цветов и растушевал их. А далее выделил рельеф пневматиков с помощью сухой кисти черного цвета. И завершающим штрихом по колесам стали сколы, которые нанес с помощью карандаша. На стойках добавил немного сколов на выступающих частях и загрязнений возле штоков амортизаторов. После финишного покрытия всего полуматовым лаком я перехожу к локальной доработке штоков амортизатора. Наношу зеркальный хром от дисплея кистью достаточно плотным жирным слоем, именно поэтому я заранее и не делал черной подложки. Далее для выравнивания и устранения неравномерного подсыхания аккуратно прохожу поверхность аэрографом с растворителем, мягко разгоняя слой и добиваясь более равномерного зеркального эффекта. Стекла фар фиксирую на своих местах с помощью глянцевого лака. Ну и напоследок у нас осталась прицельная система Платан, один из самых приметных элементов на брюхе Су-34. Именно этот комплекс отвечает за наведение управляемого вооружения, и на модели он требует особого внимания. Производитель предусмотрел отличную вариативность и дает в наборе два варианта сборки на выбор. Систему можно сделать как в убранном, так и в полностью выдвинутом боевом положении. Выбирать что-то одно мы не будем, для наглядности и полноты картины мы соберем сразу обе версии блока. В качестве грунта я использую футуру, затем наношу подложку в виде марблинга, чтобы создать неоднородность фактуры, а поверх задуваю базовый серый цвет, который самостоятельно намешал из красок от фирмы 128. Далее перехожу к тонировке и акцентирую внимание на лючках и вывожу различные оттенки серого на отдельных панелях кожуха. Это отлично разбивает монотонный цвет и добавляет объема. Маску линзы прицельной станции аккуратно окрашиваю сталью. В финале делаю акцент на загрязнение технологических швов выдвижного механизма и имитирую характерные следы брызг и потеков, которые всегда скапливаются в этой части фюзеляжа. Теперь займемся начинкой. Саму линзу я прорисовываю металликами различных оттенков и выделяю рельеф темной смывкой для придания глубины. Внутрь самого объектива капаю черный глянцевый лак, чтобы сымитировать настоящую глубокую оптику. Защитное стекло требует целой технологии. Сначала я покрываю его специальным глянцевым лаком защиты от ультрафиолета, чтобы смола со временем не пожелтела. А затем проливаю футурой для максимальной прозрачности. После этого аккуратно накрашиваю белую рамку по периметру и снова заливаю все футурой, чтобы выровнять ступеньку краски и придать стеклу идеальный стеклянный блеск. Остается только собрать все элементы воедино, и станция готова. Перед тем, как перейти к финальным кадрам, давайте отдельно взглянем на итоговый вид створок и их подкосов.
Также покажу вам, что колеса шасси встают на свои законные места без каких-либо проблем. Несмотря на то, что это сложная печатная модель, посадочные места и оси здесь подогнаны отлично, поэтому центровка и сборка стоек проходят быстро и четко. Ну а теперь время взглянуть на долгожданный итоговый результат. Друзья, и напоследок важнейшее напоминание для тех, кто хочет пойти еще дальше. 27 июня официально закрывается предзаказ на этого монстра, но уже в гигантском 32 масштабе. У вас осталось буквально 2 дня, чтобы успеть запрыгнуть в последний вагон и приобрести этот по-настоящему уникальный набор. Так что если в 48 масштаб показался вам крутым, то в 32 это будет просто разрыв всех шаблонов. Ссылка на предзаказ ждет вас в описании к видео.
Огромное спасибо за просмотр, оценивайте сборку в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи в моделизме и до скорых встреч!